Всем привет! И это второй урок по системе инвентаря. Мы будем рассматривать, пройдемся в последующих уроках, пройдемся по всем компонентам инвентаря, разберем каждый параметр. Ну а пока мы настроим нашего нового игрока. Так, отключим пока старый и давайте добавим новый. Назовем его MyFPS Player. Так, разместим, поместили. Добавим еще один элемент, FPS камера. Так, здесь у нас было Weapon Root и Weapon Holder. Так, сюда мы добавим один элемент. Он будет отвечать за спавн предметов игрока. Так, как там spawn point? Так, давай назовем его как-нибудь player, spawn point. Так, назвали и отключаем. Делаем его invisible. Так, давайте теперь настраивать. Первое, что надо, это перейти в компонент Inventory Base, во вкладку Player и добавить туда нашего игрока. Дальше спускаемся немного ниже, во вкладку Root Spawn и перенесем туда нашу точку спауна вещей. Так, вроде бы все настроили здесь. Так, перейдем уже непосредственно к нашему игроку. Ну, по стандарту добавим Character Controller, Rigid Body, добавим, что там у нас еще есть, Capsule Collider, поставим его примерно так, Rigid Body тут, так, это что у нас, давайте сделаем так. Это на самом деле все стандартные параметры игрока. То есть у вас будет свой игрок, у него будет свой Character Controller, Rigid Body, какой-то коллайдер и тому подобное. Теперь добавляем сюда контроллер, как мы будем управлять им. Так, не то назвал, контроллер, FPS контроллер. Здесь настраивать пока на данный момент ничего не надо. Перейдем дальше. FPS камера. Добавляем, собственно, камеру и добавляем Audio Listener. Настроим теперь камеру. Отсюда удаляем. Так, для чего? Кстати, вот здесь давайте поменяем на камеру. Теперь смотрите, для чего нам нужны две камеры. Первая камера, она работает, так скажем, со всем миром, со всей сценой. Она будет рендерить нам все, кроме нашего оружия. Вторая камера, она будет рендерить только наше оружие. Для чего это надо? То, что мы в процессе моддинга будем добавлять, убирать к оружию какие-то аттачи. И вот некоторые аттачи будут иметь, так скажем, свой уникальный группу слоя. Мы его, по-моему, назвали Weapon Modding. Вот. Так, давайте уберем отсюда UI, Player и Weapon Modding. Перейдем сюда, добавим Layer Player, соглашаемся, добавляем камеру. Так, мы еще не настроили до конца. Здесь поставим примерно 0.1, Depth 0 оставляем. Сюда добавляем тест.
Так, этот компонент нам нужен, чтобы мы могли взаимодействовать с предметами сцены. Например, когда мы наводим на какую-то вещь в сцене, будь то там оружие или еще что-то, его мод, и нажали на клавишу F, то мы могли поднять этот предмет. Так, давайте теперь настроим вот эти параметры, атрибуты. Для этого перейдем во вкладку UI и меню. Так, и переносим по очереди наши предметики. Вот какие предметы? Наши иконки. Так, close door. То есть в процессе, так скажем, работы или в процессе игры у нас на экране, в центре экрана будет появляться та или иная иконка. Например, при наведении мышки на предмет у нас появится иконочка в виде руки. Когда мы поднимаем предмет, рука типа сжимается и так далее. Так, crosshair, icon. Так, здесь мы настроили, перейдем дальше. Камера. Здесь теперь нам надо только выбираем в первой вкладке Clear Flux Depth Only. Во вкладке Cooling Mask нам надо выбрать только, по-моему, Player. Weapon моде. Выбираем Weapon моде. Так, а здесь я, по-моему, Player убрал, что ли? И добавляем Player. Так, здесь все по стандарту 0.1. Weapon Holder. Здесь надо добавить 3 компонента. Это первое. Audio Source. Sway камера. Здесь сразу поставим 0.9, 0.05. Давайте так. И Weapon Select. Переносим сюда нашу камеру. Так, настроим горячие клавиши, по которым мы сможем выбирать наше оружие. Так, а тут я поставлю на V. Так, у нас стоит капсула. Давайте посмотрим. Так, давайте. Нам надо перенести камеру немного выше, так как она сейчас находится в центре, и при запуске игры мы будем, так скажем, в полроста. Нам это не надо, поэтому поднимем ее примерно на 0.8, я думаю, достаточно, да. И давайте запустим, посмотрим, как все работает. Так, видим первая ошибка. У нас что-то не настроено. FPS контроллер говорит нам, что мы ругаемся. Ну давайте посмотрим, что это за ошибочка. Сейчас будем ее оперативненько решать. Камера main, да, все. Мы забыли выставить у нашего игрока в камере, главной камере, тег main камера. Поэтому он ее не видел и выдавал нам ошибочку. Так, перемещаться можем. Но как-то он странно перемещается. Что-то у нас не так. Ругается он, однако.
Так, у нас тут все настроено. Ладно, давайте походу будем решать. Ага. Так, быстрый параметр еще из Kinematic. Ну и давайте проверим, протестируем нашего игрока. Так, прыгать умеет. Вращение камеры работает. Работает вызов инвентаря. Предметы поднимает. Предметы выбрасывает. Предметы поднимает. Так, ну на этом видеоурок закончен. До следующих встреч.